Всех приветствую, мы в прямом эфире. Напишите пятерочки, как меня слышно. И поставьте десяточки, как меня видно, чтобы я понимала, что у нас с вами хорошая обратная связь. И пока наши зрители, я немножко даю времени, пару минут, пока наши зрители будут присоединяться, мы немножко подискуссируем на тему, зачем вообще нам нужны деньги. Ну, вряд ли современному человеку нужно объяснять, что такое деньги и зачем вообще они нам необходимы в жизни. И самые первые корни формируются о деньгах именно в нашем детстве, потому что с самого детства нам прививают отношение к деньгам. И если, например, мы рассмотрим ситуацию, что ребенок живет в богатой семье, то, соответственно, у него и формируется совершенно другое отношение к деньгам. Он живет в достатке, и у него правильная позиция и отношение к деньгам. И он не испытывает никакой нужды, и здесь идет именно уважительное отношение. И если мы рассмотрим ситуацию человека, в частности ребенка, который живет в бедной семье, то изначально в этом детстве уже залаживаются такие установки, что деньги можно заработать только большим трудом, тяжелым трудом. Деньги – это зло. Большие деньги зарабатываются только нечестным трудом, и большие деньги – это всегда опасность. И уже когда человек Марина, добрый вечер. Человек формирует вот это вот отношение с раннего детства, и когда взрослой жизни, то бедный человек всегда находится в погоне за деньгами. И он ставит различные, например, там приоритеты, выдвигает совершенно другие, и старается найти тяжелую работу, чтобы именно достигнуть какого-то достатка. И есть такой, я бы хотела подвести такую грань, что существует такой закон Паркинсона, который говорит о том, что большие доходы всегда ведут за собой большие расходы. И некоторые люди, которые пытаются выбраться из нищеты, они, как правило, зарабатывают деньги и в то же время хотят показать свою обеспеченную жизнь, ну, как бы имитируя, что он успешный и богатый человек. То есть они стараются покупать себе дорогие машины, там швейцарские часы, Ксения, добрый вечер, дорогие вещи, там бриллианты, алмазы, и тем самым загоняют себя в долги, и получают от жизни разочарование. Вроде бы деньги у них есть, но тем не менее они себя повергают в какие-либо долги. И в чем же разница все-таки между богатым и бедным человеком? В том, что богатые люди обычно ставят себе цели, которые направлены на улучшение своего финансового состояния. Ну и, соответственно, ставят какие-то задачи. У нас поступил вопрос. Отвечу немножко позже. И ставят эти цели, и, соответственно, идут к ним. Бедные же люди, они абсолютно не задумываются над этим, они просто живут и живут, и есть работа, и они не стремятся как-то улучшить свое состояние, потому что они считают, что деньги, у них заложены изначально с детства программы, что деньги заработать можно только тяжелым трудом, поэтому у них нет желания стремиться к этому тяжелому физическому труду. И, как правило, люди, которые, например, ставят, скажем так, себе финансовые цели, они обычно говорят, что мне нужен чемодан денег или я хочу большой счет в швейцарском банке. В принципе, разобраться, это тоже финансовая цель.
но я могу сказать сразу, что это финансовая цель, которую вы не сможете достигнуть, никогда не сможете достигнуть. Ну, во-первых, вы должны сформулировать свою финансовую цель, поскольку деньги – это энергия, и они приходят на наши цели. Если вы сформулируете себе такую цель, что вам нужны деньги на покупку, например, дома на берегу моря, там, на Мальдивах или где-то, вы даже можете не прописывать себе сумму, потому что это подразумевает, что, например, этот дом стоит $3 миллиона. И вас даже не должно беспокоить то, где вы возьмете эти деньги. Но, как правило, люди, которые ставят себе цели, они начинают искать варианты, каким способом они могут заработать эту сумму на нужную цель. Этого делать абсолютно не нужно, потому что Вселенная сама найдет для вас варианты. И если вы хотите себе дом, то она в ваши указанные сроки предоставит к исполнению ваше желание. И еще существует такой неприятный факт, что когда у человека есть большие деньги, то у него появляются завистники, враги. И, как правило, это почему люди завидуют? Потому что сами при этом, кто завидуют, осуждают, там, критикуют вас. Потому что обычно человек, который в этой жизни ноль, сам не способен сделать ничего для улучшения своей жизни, как правило, и критикует, и осуждает вас. Но и также люди, которые уже вырвались из бедности и немножко стали на тропу богатства, начинают деньгами сорить как фантиками и делают необдуманные шаги, и, соответственно, они попадают в долговую яму, и там кредиты, и опять могут слиться и остаться без денег. А всего лишь нужно делать один шаг, нужно соблюдать финансовую грамотность для того, чтобы знать, как правильно сохранить эти деньги, потому что заработать деньги – это одна задача, а чтобы их сохранить и приумножить – это вторая задача. Поэтому необходимо соблюдать уроки финансовой грамотности. И как у нас поступил вопрос, влияет ли окружение на денежный успех в нашей жизни? Безусловно, окружение формирует вашу жизнь. Вообще говорят, что если вы возьмете среди своего окружения 3 человек и сложите их доход, и в общей сложности это будет тот доход, который вы сможете, скажем так, это потолок. Если, например, среди ваших знакомых есть окружение, например, которое зарабатывает $200, и мы умножим на 3, 3 человека, это получается $600. Так вот, ваш доход в жизни, ваша планка, это только $600. Соответственно, вы должны себя окружать более успешными людьми, потому что успешные люди, они образованные, они стремятся ставить какие-то финансовые цели и их достигать, они чему-то учатся. То окружение, которое постоянно ноет, жалуется, что нет денег, и жизнь у них плохая, конечно, они в вашу жизнь приносят нищету. Поэтому, если вы хотите быть успешным и богатым человеком, то изначально отследите, с кем вы общаетесь, и постарайтесь избавиться от нытиков, которые постоянно жалуются, осуждают людей, занимаются сплетнями, потому что вы будете только с такими людьми нести негативную энергию в свою жизнь. И для того, чтобы как-то преуспевать в этой жизни, вам необходимо ежемесячно от вашего дохода отлаживать 10%. Вообще можно отлаживать до 50%, но не больше. И эти отложенные деньги вы должны продумать, куда вы их сможете инвестировать для того, чтобы приумножить свой капитал. Вижу, у нас есть зрители. Хотела бы узнать нашу географию. Напишите, из какой вы страны или города. Интересно мне знать, откуда мои зрители.
А я тогда, пока вы будете писать, я тогда озвучу план сегодняшней нашей встречи, о чем мы сегодня будем говорить. И сегодня я с вами охотно поделюсь, как изменить жизнь силой мысли. Сейчас я озвучу наш план и отвечу на этот вопрос. И почему бедные беднеют, а богатые богатеют? И вот, кстати, поступил вопрос, почему у бедного человека деньги быстро заканчиваются. Я буду отвечать на этот вопрос и параллельно расскажу об этом. И как вообще прожить жизнь без долгов. И как добиться финансовой независимости с помощью нашего подсознания, потому что подсознание – это мощный союзник. И также поделюсь, как составить план освобождения от долгов. И в завершение нашего встречи самые стойкие и сильные, я поделюсь с ним таким упражнением, как наладить контакт с нашим подсознанием. Поэтому оставайтесь со мной до конца, будет жарко. Приступим к нашему второму вопросу. Как же можно изменить нашу жизнь с помощью силой мысли? Вообще наша жизнь, ни для кого не секрет, зависит от наших мыслей и слов, потому что мысли материальны. И если вы посмотрите на свою жизнь, то вы поймете, что ваша жизнь, вы ее создали с помощью силы своей мысли. Потому что, когда вы думаете в позитивном или в негативном ключе, то вы даете установку своему подсознанию, а подсознание выполняет все ваши указания. Либо это хорошие, либо плохие. Сейчас мы попробуем прояснить такую ситуацию, как же помочь себе с помощью силы мысли. И я предлагаю вам воспользоваться этими 3 советами. И для того, чтобы улучшить свою как-то ситуацию в жизни. И для начала вам нужно научиться контролировать свою речь. Ни в коем случае вы не должны говорить, что я всегда опаздываю, мне постоянно не везет, у меня плохая работа, я такой неудачный, у меня постоянно все валится из рук. На что ваше подсознание отвечает? Раз вы такой неудачник, так на тебе в жизни такие ситуации, которые подтвердят ваши сказанные слова. И если вдруг вы себя контролируете на том, что вы произносите эти фразы или критикуете себя, или, возможно, осуждаете, Наталья, добрый вечер, тогда вы просто немножко начинаете перепрограммировать свое подсознание и говорить в позитивном ключе. У меня все получится. Даже если у вас все валится из рук, вы себе говорите, что вы сами успешный и хороший человек, у вас все получается, у вас отличная работа, у вас хорошая зарплата. Никаких жалоб в вашем диалоге не должно быть. И ни в коем случае никогда не осуждайте других людей. Тем самым второй вопрос, хорошо, буду позже отвечать. И потому что, когда вы осуждаете других людей, вы привлекаете в свою жизнь плохую энергию и безденежье. Потому что кого мы обсуждаем? Тех людей, возможно, которых там завидуем. Во всяком случае, когда мы осуждаем, мы себе хорошего в жизнь ничего не приносим. Воспользуйтесь вторым советом. Прекратите вообще различные сплетни и постарайтесь сделать так, чтобы у вас было отличное настроение. Потому что хорошее настроение создает вам позитивный настрой и положительные мысли. И тогда вы думаете в положительном ключе. И следующий, третий совет – это постарайтесь изменить вашу жизнь к лучшему, и вам нужно определиться, например, со своими желаниями.
И, как я уже сказала, не нужно желать, что вы там чемодан денег. Вам нужна конкретика. Например, вы хотите себе кольцо с бриллиантом. Было бы неплохо, если бы вы свое желание это записали на бумаге. И плюс еще, скажем так, сделали такую конкретику. Из какого оно металла? Например, кольцо золотое, с алмазом там или с бриллиантом, 4 карата, там какого цвета. Все это пропишите. Вас вообще не должна волновать проблема в том, где возьмутся деньги. Это уже задача вашего подсознания и Вселенной, потому что вы должны правильно поставить установку своему подсознанию. И также можно это формулировать на любую цель. Сейчас я бы хотела плавно перейти к такому вопросу, почему бедные беднеют, а богатые богатеют. И у нас там был такой вопрос. Почему у бедного человека деньги быстро заканчиваются и постоянно их не хватает? Скажем так, в жизни так бывает. Многие, наверное, наблюдали, что некоторые шикуют, а некоторые еле сводят концы с концами. Живут от зарплаты до зарплаты. Вроде бы были деньги, и потом они исчезли. И начнем мы с такого принципа Парето, который гласит о том, что 20% населения имеет 80% денежных средств, а 80% населения имеет всего лишь 20% денежных средств. Вы, конечно, скажете, это несправедливо, 80% людей, а всего лишь 20% денег. Это же совсем мало. А потому что это можно трактовать так, что категория бедных, и имеет этот маленький процент. Это связано с тем, что бедные люди, они не стремятся ни к чему. У них есть определенная дорога, есть работа, они работают, и им комфортно. И они не стремятся подняться на ступенечку, скажем так, своего богатства выше. Если в жизни богатого, бедного человека что-то не получается, он будет жаловаться, будет сетовать на свою судьбу, и в результате свое горе, своей неудачи он будет топить в алкоголе. И тем самым... Так, у меня собачка нервничает. Ник, иди сюда. Иди сюда. Иди сюда, Ник. Иди сюда. Иди ко мне. Иди сюда, будем с тобой общаться будем. Так, всем привет. Мы опять нервничаем, поэтому будем вместе здесь вести общение. И вот эти люди, когда употребляют алкоголь, они получают, скажем так, небольшое такое забытье и такую иллюзионную эйфорию, что у них все хорошо. Что же в это время делают богатые люди? Они, во-первых, ставят себе денежные цели, но при этом есть определенные трудности. И они всегда поднимаются на ступеньку выше. Но любая ступенька в вашей жизни – это выход из зоны вашего комфорта. И когда вы выходите, то, соответственно, вы достигаете каких-то определенных целей. И также я скажу, что 80% населения – это негативные люди. И они постоянно жалуются на то, что у них все время нету денег. И если, например, предложить человеку бедному там решить как-то свой финансовый вопрос, то они, например, сделают одну попытку и больше не будут делать, потому что это тяжело, у них ничего не получается, потому что большие дела, они всегда достигаются большим трудом.
Что там у нас был второй вопрос? Может ли рожденный человек в бедной семье стать в жизни богатым? Безусловно, может. Но для этого нужно что-то делать, потому что деньги любят энергию и действие. И если вы решили раз и навсегда вырваться из нищеты, вы должны прописать, скажем так, определенные себе задачи, которые будут вам помогать двигаться к этим целям и научиться выходить из зоны комфорта. И взять за основу то, что любое дело с первого раза не достигается. Поэтому нужно двигаться постоянно вперед и выходить из зоны комфорта. И еще бывает такой факт, что, например, каждая ступенька или каждая цель – это какая-то дверь. Но существует дверь своя и чужая. И бывает так, что человек вроде бы и совершает какие-то действия, но ему не удается добиться цели, потому что он стучится не в ту дверь. А почему бывает? Возможно, этому человеку абсолютно не нужен этот автомобиль, ему комфортно на велосипеде. А окружение будет смеяться, что я езжу на велосипеде. Я тоже поставлю себе цель купить себе например, Бентли купить, и буду стремиться к этой цели. И, следовательно, эта дверь не ваша. И вы не придете к этой цели, потому что у вас не будет определенной энергии, которая вас будет двигать. Поэтому, если у вас есть желание избавиться от бедности, то вам нужно поставить себе цели, задачи и двигаться только вперед. Ни при каких обстоятельствах не опускать руки. Даже если, как говорят, если мы идем к своей цели, у нас не получается, и у нас нету сил уже даже ползти, вы хотя бы просто лягте по направлению к своей цели, просто лежите, и удача сама вас подвинет к этой цели. Так, и сейчас я плавно перейду к такому вопросу, как же прожить без долгов. Я думаю, в жизни каждый человек хотя бы попадал в такую долговую яму. Возможно, были разные в жизни ситуации, которые приводили нас к тому, что либо мы занимаем деньги, либо мы берем кредиты. И каждый человек, когда, скажем так, есть какие-то денежные обязательства, либо перед друзьями, либо перед родственником, то все же чувствуют в себя какую-то неуверенность и как-то некомфортно себя чувствуют. Потому что деньги обладают очень мощной силой. Если, предположим, у человека нет денег, то вы можете обратить внимание, что у него и походка такая, и лицо такое, потому что он весь в печали. Если же вы возьмете человека, у которого появились деньги, у него выпрямляется спина, и он идет как с короной на голове, потому что, говорят, деньги окрыляют человека. Я думаю, вы со мной согласитесь. Напишите в комментариях, кто со мной согласен. А то почему-то мои зрители вообще сидят тихонько и не подают никаких признаков жизни. Вообще меня слышно или нет? Поставьте пятерочки, а то, может, я рассказываю сама себе. И, например, что некоторые люди почему берут там кредиты, постоянно загоняют себя в долги, потому что нам с детства внушили эти программы, чтобы вырваться из этой долговой ямы, либо хорошо жить, мы должны там заниматься тяжелым трудом, потому что легких денег не бывает. И создается такое впечатление, что избавиться от долгов невозможно, и человеком овладевает какой-то страх и неуверенность. Вот. И, как правило, кредиты вообще, прочно входят в нашу жизнь, потому что каждый человек хочет комфорта, хочет хорошего автомобиля, либо мобильный телефон. И, бедные люди, вообще категория бедных людей, они хотят все и сразу. Поэтому они не имеют такой,
привычки «лучше я немножко подожду и насобираю энную сумму и куплю эту вещь». Нет, я лучше возьму кредит, переплачу там деньги, но я эту вещь получу сейчас. Бедные люди не любят ждать, они хотят всего и сразу, и много. Но, как правило, когда бедным человеком овладевает такое желание, то они думают только об одной стороне медали кредита. То, что у них появится нужная сумма денег, и они могут совершить определенную покупку. Но они не думают о том, что им придется расплачиваться с этим кредитом. Они не думают, что там, как они будут выплачивать этот кредит. И плюс к тому, что к этой сумме взяли 100, а надо еще какую-то больше заплатить сумму, они об этом почему-то не думают. И все-таки как же избавиться нам, ну, как бы перестать зависеть от этих кредитов, не загонять себя в долги и в негативную эту энергетику. И постоянно, ну, жить в нужде, потому что кредиты, нехватка денег, они постоянно загоняют нас в нехорошую ситуацию. И мы постоянно нервничаем, переживаем, потом еще у нас портится здоровье, и мы тратим еще деньги на таблетки. И, во-первых, чтобы избавиться от долгов и не загонять себя в этот денежный тупик, вам нужно, ну, усвоить несколько правил. То есть не нужно брать кредиты на те вещи, ну, которые в жизни вам не особо нужны. Некоторые люди даже берут деньги, ну, взаймы или там одалживают, или берут кредиты для того, чтобы попутешествовать. Кто-то хочет совершить себе шопинг, поэтому берут просто тупо эти кредиты и тем самым, ну, создают себе нехорошие ситуации. Хотя, в принципе, если так разобраться, если вы планируете отдыхать, тогда вы можете заранее об этом подумать и за год насобирать нужную сумму, зато вы будете жить спокойно и не тратить деньги на таблетки. Тем самым можно еще избавиться от долгов, чтобы не тяготил вас этот камень. Значит, прекратить создавать эти долги. Для этого что вам нужно сделать? Ну, научиться изначально тратить меньше, потому что большинство людей, как правило, категория бедных людей, они тратят больше, чем зарабатывают. Следовательно, их расходы превышают доходы. Зарабатывают $100, тратят 300. И потом постоянно пожизненные долги. Если все-таки вы определили, например, ну, свои долги, все-таки пришло время расплачиваться, набрались кредитов или неважно как, но у вас существуют долги, их же нужно отдавать. Так каким образом мы можем избавляться от этих долгов? Для начала вы должны составить список, ну, подумать, сконцентрировать свое внимание, кому вы должны деньги. Можете там прописать этот список людей или банков, какую сумму вы должны. Ну и для себя прописать сроки, когда вы сможете выплатить эти долги. И в результате вы планируете себе покупки. Если вы все-таки хотите что-то себе купить, то думайте, нужная ли эта вещь, или все-таки можно без этой вещи обойтись. Если все-таки у вас стоит вопрос избавления от этих долгов, тогда вы можете, ну, продать что-то ненужное. Ну, например, у каждого человека найдутся предметы обихода, либо какие-то вещи, которые можно, конечно же, продать. Напишите в чате, кто вообще когда-либо в жизни сталкивался с такой негативной ситуацией, с долгами. Кто был в такой ситуации? Я тогда продолжу. Ну и, соответственно, стоит вопрос о том, как же все-таки не попадать в эту долговую яму.
То есть вам для начала нужно научиться достаточно зарабатывать. Для этих целей оптимально вам подойдет, либо вы начните начните, постройте свое собственное дело, либо найдите себе хорошо оплачиваемую работу, которая, соответственно, даст вам определенный доход, и вы себе сможете позволить отлаживать какую-то сумму для ваших покупок. Если все-таки такая ситуация сложилась, у вас есть долги, либо все-таки вы хотите обратиться в банк за энной суммой денег, все-таки стоит вопрос о том, что лучше все-таки обратиться к профессионалам, которые могут вам помочь и правильно рассказать, стоит ли брать кредит, под какой процент, ну и вообще обсудить с людьми, которые знают в этом толк, финансово подкованными. Или же, если у вас все-таки есть эта финансовая проблема, они помогут вам правильно выйти из этой ситуации. И сейчас я подошла плавно к такому вопросу, как же добиться финансовой независимости с помощью подсознания. И все-таки мы знаем, что любой человек может себя загнать в долги, в безденежье и постоянно жить в нужде своими мыслями, словами и поведением. Поэтому пришло время разобраться, как можно помочь, скажем так, вот этой безвыходной ситуации, энергетики безденежья с помощью подсознания. С помощью подсознания мы можем решать не только денежные вопросы, но любые цели, какие мы хотим в жизни. И, например, если вы хотите найти высокооплачиваемую работу или же ищете какие-то возможности заработать, то вы также можете обращаться к подсознанию. И для того, чтобы все-таки увеличить свое финансовое состояние, важная задача не в том, чтобы зарабатывать деньги, а еще в том, чтобы их сохранить и приумножить. Потому что если вы все-таки научитесь зарабатывать деньги, то если у вас не будет навыков, знаний, как их сохранить, эти деньги, как их инвестировать, то, соответственно, вы их легко потеряете. Но если все-таки вы научились их сохранять, то ваша задача стоит в том, чтобы их приумножить, чтобы у вас был какой-то капитал. Научиться их куда-то инвестировать, в недвижимость или в какие-то другие способы. И еще такой есть немаловажный факт, что в жизни у каждого человека есть именно столько денег, сколько ему хочется. Вы, наверное, задумывались, что многие люди говорят постоянно: у меня денег нет. Себе говорят, ноют постоянно, другим людям говорят, нет денег и все. Хотя по факту получается такая ситуация, что на самом деле, возможно, у него там стоит в чулане мешок денег, но он будет постоянно говорить, что денег нет. Фактически деньги есть, а он говорит, что денег нет. И ваше подсознание находится в недоумении. Оно не может понять, как так. Оно-то знает, что у вас деньги есть, но вы-то ему твердите, что денег нет, и подсознание быстренько исправляет эту ситуацию. Раз ты говоришь, что денег нет, на тебе денег нет. И в результате пришел грабитель и с этого чулана похитил ваш мешок. И отсюда следует первый вывод, который вы должны сделать для себя. Никогда ни в мыслях, ни вслух не произносите фразу «денег нет», потому что вы себя тем самым программируете на негатив, и подсознание выполняет вашу установку. Второй вывод, который следует за этим:
Посылайте в свое подсознание только позитивные мысли. Если вы хотите себе автомобиль, говорите о том, что я имею свой собственный автомобиль, либо я имею свой собственный дом, либо я имею прекрасную семью, и ваше подсознание будет выполнять вашу волю. Во-первых, вы должны научиться любить себя, мыслить позитивно и излучать положительную энергию, потому что положительная энергия будет способствовать удаче и процветанию, привлечению денежной энергии в вашу жизнь. Теперь я бы хотела с вами поделиться, как же все-таки составить план освобождения от долгов. Ну, возможно, есть категория людей, у которых нет долгов, а есть категория людей, которые все-таки, ну, погрязли в долгах, и нужно от этого и избавляться. Ну, во-первых, нужно выявить степень ваших долгов. И, скажем так, есть два основных кита. Это психологический настрой и правильные действия. Так вот, для того, чтобы избавляться от долгов, вы изначально должны настроиться себя на позитив, что вы решили свою жизнь улучшать и навсегда избавляться от долгов. Но ни в коем случае не использовать частицу «не», потому что тем самым вы сделаете обратную себе ситуацию. И сделать решительные действия, то есть вы должны конкретно сделать шаги, которые будут приводить вас к решению вашего финансового вопроса. Также вы для себя должны определить, что долги у вас срочные и, например, которые там нужно закрыть через неделю, через месяц. И, например, долгие, несрочные, которые там в течение года. Вы должны определиться, что какие в первую очередь вы избавляетесь от долгов. Ну и, соответственно, решаете, каким образом можете избавиться. Ну, соответственно, найти высокооплачиваемую работу, чтобы погасить этот долг. Некоторые люди берут один кредит для того, чтобы закрыть все остальные. Таким образом тоже, но это уже в крайних ситуациях. И сейчас немножко я бы хотела поделиться такими инструментами по работе с большими долгами. Если все-таки вы планируете себе нажить долги, то лучше воспользуйтесь этими инструментами, которые позволят вам этого не делать. Научитесь жить посредством, потому что ну, некоторые, как я уже сказала, зарабатывают 100 рублей, а тратят гораздо больше. Поэтому оптимальный вариант будет составить картинку ваших долгов. Вы также лучше их пропишите, потому что вам так легче будет составить план, как правильно избавляться от этих долгов. И постарайтесь не брать кредиты. Проанализируйте ситуацию, что, возможно, без этой покупки, на которую вы хотите взять кредит, вы можете обойтись, а проще лучше собрать определенную сумму. Также найдите себе хорошую работу или постройте свой собственный бизнес, который позволит вам зарабатывать ту сумму, которая вам позволит не залезать в долги. И также при всем этом у вас должен быть позитивный настрой, потому что если у вас позитивный настрой, отличное настроение, соответственно, у вас и мысли хорошие, которые вас будут вести в нужном направлении. И также вам нужно научиться планировать свои расходы. Каждый месяц прописывайте для себя, что, ну, то есть какие вы планируете сделать расходы, либо оплатить коммунальные,
То есть прописывайте, что вам нужно сделать. Там, заправить автомобиль, купить там 3 блока сигарет, ящик шампанского. Все прописывайте. И вы будете видеть, какую сумму вы должны ну, потратить в этом месяце. И также контролируйте свои доходы, расходы, сколько вы потратили. И старайтесь не тратить больше той суммы, которую вы себе отвели на расходы в этот месяц. Ну и, конечно же, живите дешево, не создавайте себе долгов и различных кредитов, не загоняйте себя в безденежье. Но это не значит, что вы должны ходить в драных носках. Просто некоторым людям хочется всего и сразу. Если вы хотите какую-то покупку, подождите, лучше повремените, соберите нужную сумму и купите ее сразу. Потому что вообще люди, которые одалживают деньги, вы тем самым в свою жизнь приносите безденежье и неудачу. Никогда не одалживайте деньги ни себе, ну, вернее, не сами не берите в долг и другим людям, потому что в свою жизнь вы привлекаете безденежье. Ну и, конечно, ставьте для себя финансовые цели. Ну, вы можете, если, например, расписываете, вот уже у нас приближается Новый год, вы уже можете на следующей неделе планировать себе денежные цели. Что вы хотите, какие совершить покупки. И если в своих денежных финансовых целях вы пропишете, что вы хотите отдохнуть, либо сделать ремонт, ну, то, конечно же, до лета еще время есть, и вы можете себе ну, собрать энную сумму, и вам не нужно будет залазить в долги. И плюс еще будет такое маленькое подспорье, когда вы будете собирать в чулочек деньги, то они у вас так будут, этот чулочек будет расти. И вы будете морально готовы к тому, что вы никогда не скажете, что у вас нет денег, потому что вы будете знать, что у вас где-то имеется финансовая подушка безопасности. И вы будете знать, что у вас всегда есть деньги. Пусть там немного, но у вас есть деньги. И вас не будет мучить вопрос, что вам надо будет залезать в долги. Напишите в чате, кому понятно, о чем вообще я говорю. Если, например, вы будете придерживаться вот этого плана, который я вам порекомендовала, и избавления от долгов, то у вас будут всегда деньги и всегда будет изобилие. Но еще есть очень много различных ритуалов, там магических формул, которые очень хорошо привлекают деньги. Поэтому талисманы там на привлечение денег. Я понимаю, что некоторые люди очень скептически относятся к тому, что там можно как-то привлекать деньги. Все это работает, но это все формируется на основании вашей веры и убеждений. Если вы уверены, что вам эта техника поможет, то, конечно, и результат у вас будет положительный. Очень много есть обрядов на привлечение на растущую луну, на привлечение денег. Кстати, скоро Новый год. Есть очень хорошие магические ритуалы для привлечения денег в новогоднюю ночь. И я немножко забегу наперед и скажу, что когда мы делаем любой ритуал, это вообще ритуал, здесь даже и не стоит как-то делать анонс, потому что любой ритуал, он магический, он по-любому работает. Главное выполнить те условия и инструкции, которые предназначаются каждому ритуалу. Но если вы будете делать какой-то ритуал, неважно, денежный или любой другой, в новогоднюю ночь, то он усиливает свою мощность в 6 раз, гораздо эффективнее. Поэтому у меня на канале выйдет на этой неделе, во вторник и четверг, видео, которое будет посвящено ритуалам в новогоднюю ночь.
Поэтому я вам рекомендую воспользоваться этой подсказкой и использовать этот ритуал в новогоднюю ночь. И потом можете написать мне в комментарии, как у вас получилось достигнуть определенного результата. Ну и как я уже обещала, самые стойкие получат такой бонус. Я поделюсь упражнением на контакт с подсознанием. Ну, для чего нужно устанавливать контакт с нашим подсознанием? Ну, во-первых, самое главное и сокровенное денежное желание можно решить с помощью подсознания. Ну, хотя и не только денежное, любое желание. Ну, во-первых, если у нас установлен контакт с нашим подсознанием, то мы можем достигнуть буквально в кратчайший срок. Главное знать, как правильно с ним договориться. Вообще, говорят, наше подсознание, оно похоже на маленького ребенка, который вообще, оно не вдается в подробности, оно просто, вот вы говорите, я богатый, я успешный человек, и оно вам, как маленький ребенок, верит. Вы богатый, ну хорошо, будь богатым. Ты успешный, будь успешным. И вообще рекомендуют к нашему подсознанию относиться как к нашему младшему другу или младшему брату. Потому что это же мы способны анализировать, что хорошо или плохо. Мы можем сидеть, смотреть на свой кошелек и говорить, там нет денег, нет денег. А если вы откроете свой кошелек пустой и будете говорить, что у меня здесь лежит $1000, то ваше подсознание, безусловно, поверит в то, что у вас лежит там $1000, и, соответственно, у вас будут лежать это $1000, это просто вопрос времени. Вселенная исполнит ваши желания в кратчайший срок. И очень важно установить этот контакт. Для этого я рекомендую использовать такое упражнение. Я предлагаю написать письмо вашему подсознанию. Очень важно, именно все это прописать. Во-первых, тем самым, когда вы пишете письмо, представьте, что вы пишете письмо какому-нибудь своему другу. Это можно писать в любой форме. Но желательно, когда вы будете писать письмо этому своему подсознанию, то нужно использовать как максимально простые слова. Представьте, что вы пишете письмо ребенку 5 лет. Вы же не будете ему писать, там, например, я хочу иметь полную финансовую свободу. Ну, 5-летнему ребенку, ему же непонятно, что такое финансовая свобода. А вы же можете сформулировать, что я хочу и жить в достатке, чтобы у меня денег хватало на все. И подсознанию будет понятно, что вам нужно столько денег, чтобы иметь полную финансовую свободу. Вы начнете, например, писать с того, что, во-первых, изначально вы можете в своем письме попросить прощения у подсознания за то, что игнорировали его существование, что не обращались к нему за помощью. А потом, например, уже обратитесь к вашему подсознанию с просьбой помочь, например, улучшить свое финансовое состояние. Либо, если, возможно, у вас есть какие-то ошибки, вы не знаете, как найти правильную ситуацию, тогда вы можете попросить его о помощи, как вы можете, например, решить эту ситуацию. Вот у вас стоит вопрос устроиться на одну работу и вторую, а вы не знаете, какой вам выбрать вариант. Вы также можете попросить о помощи, чтобы ваше подсознание подсказало, какой путь вам выбрать. Если, например, на данный момент у вас есть какие-то проблемы, то вы, например, можете, либо какие-то конфликты в жизни, вы можете попросить свое подсознание, чтобы оно помогло решить вам эти вопросы. Ну и когда вы озвучите это письмо,
Когда вы начнете это писать письмо, вы поймете, о чем можно говорить, о чем просить. И в результате, когда вы завершите свой диалог, не забудьте поблагодарить свое подсознание за ту работу, за которую оно проделывает для вас. После этого, как вы написали это послание для своего подсознания, очень важно громко прочитать это письмо вслух. Во-первых, вы также можете это письмо подготовить для этого письма сообщение, конвертик, письмо. Написать даже адрес, например, что адресую своему подсознанию. А потом после всего этого ритуала положить это письмо в конвертик, пусть оно хранится у вас. И когда вы будете читать это послание для своего подсознания, очень важно, чтобы вы его читали громким голосом. Потому что обычную речь, которую мы с вами разговариваем, подсознание не воспринимает. Соответственно, если вы будете громко проговаривать, то это имеет очень большую значимость. И когда вы будете это все проговаривать, то подсознание будет воспринимать все эти вышесказанные установки. Также вы можете в этом письме прописывать, задействовать различные аффирмации. Например, вы можете, если вдруг у вас проблемы, например, с лишним весом, вы также можете поискать аффирмации, которые будут помогать вам снижать и контролировать вес. Вы можете в этом письме написать, либо поблагодарить свое подсознание за то, что вы избавляетесь от лишнего веса. Поблагодарить за то, что у вас вкусная и полезная еда. Вы питаетесь регулярно здоровой пищей, и при этом вес у вас остается в норме. Либо с каждым днем ваш семейный бюджет увеличивается, либо поблагодарить за то, что у вас хорошая и высокооплачиваемая работа. Тем самым эти аффирмации, они уже в настоящем времени будут свидетельствовать о том, что у вас действительно есть высокооплачиваемая работа. И тогда подсознание будет выполнять ваши поставленные установки. И как я уже сказала, что мы можем изменить свою жизнь с помощью силой мысли. То есть, если вы будете, мы сделаем такой маленький итог, если вы будете думать позитивно, каждое утро будете благодарить Вселенную, подсознание за то, что у вас есть то, чего на самом деле у вас нету. Хорошая работа, свой бизнес, отличный доход, вы живете в том доме, о котором мечтаете, что вы ездите на автомобиле, то тогда вашему подсознанию будет легче сконцентрироваться на вашей задаче и ее выполнить. И очень важно, если вы хотите менять свою жизнь с помощью подсознания, тогда вам нужно задействовать это подсознание и проделывать различные упражнения, которые будут связаны с вашим подсознанием, которые будут позволять вам выполнять, подсознанию выполнять вашу волю. Поэтому вы должны найти для себя такие упражнения, техники, ритуалы, которые будут задействовать ваше подсознание. И нужно работать с этим каждый день, потому что все эти магические работы с подсознанием, ритуалы, они работают очень медленно. И когда вы выполняете долгое время, а у вас нету результата, у вас просто опускаются руки. И кажется на самом деле, что вам осталось 2 шага, а у вас просто не хватило сил до этого дойти. Поэтому любую цель вы должны всегда доводить до конца.
И ни в коем случае не негативить. Позитивные мысли, работа с подсознанием, каждодневные действия и позитивная энергия приведут к вас к изобилию и богатству. Напишите мне в комментарии, кому понравилась сегодняшняя тема, информация и кому было полезно. Я жду ваших сообщений в чате. Вот я, например, в своей жизни я делюсь этими различными способами, техниками и ритуалами, которые я использую в своей жизни. Ну, во-первых, мне легче об этом говорить, потому что я знаю, как это работает на собственном опыте. И мне позволяет добиваться определенных результатов, что я знаю, как это работает. Но буквально недавно я также начала отслеживать себя, что у меня есть действительно такие убеждения, которые мне мешают двигаться к моим поставленным целям. И я также начала отмечать про себя, что очень сложно бороться с этими убеждениями, которые заложены уже годами. Потому что большие цели требуют времени. И как я уже говорила ранее в своих видео и своих прямых эфирах, что если цель большая, ее можно сравнить со слоном, а большого слона нужно есть по кусочкам. Поэтому скоро надвигается Новый год. Уже в этом году мы с вами не встретимся в прямом эфире. У нас только будет встреча в наших видео. Поэтому следите за моим каналом и воспользуйтесь теми новогодними ритуалами для привлечения денег в новогоднюю ночь. Это мощные инструменты. И я всем своим зрителям желаю богатства, изобилия и процветания в новом наступающем году. Мне было приятно вас всех видеть, присутствующих сегодня со мной. Всем пока. С вами была Елена Макаренко. До новых встреч в прямом эфире в следующем году.